Всем привет! Вот такая распаковочка с пылу с жару, только что прибыл из магазина. В данном случае у меня на обзоре и распаковке будет Blu-ray плеер с поддержкой 3D, 4K Ultra HD Upscaling, модель DMP BDT 460. Ну, какие-то еще дополнительные возможности проиллюстрированы здесь на упаковке. Все технические возможности данного Blu-ray плеера вынесены на тыльную сторону упаковки с помощью вот таких ярлычков. Blu-ray плеер позволяет воспроизводить 3D Blu-ray диски, также DVD диски. Он оснащен SD слотом и позволяет воспроизводить различный контент со скоростных карточек типа SD-XC. Также плеер оснащен двумя портами USB с поддержкой тока полампера каждым портом, что позволяет воспроизводить контент с USB накопителей и также с HDD накопителей. Кроме того, в плеер встроены различные звуковые декодеры. Blu-ray плеер может воспроизводить аудио и видео контент различного формата. Наличие встроенного Wi-Fi модуля, а также Ethernet разъема расширяет возможности данного Blu-ray плеера с просто воспроизведения дисков до таких возможностей, как трансляция контента через DLNA, Wi-Fi Direct, Miracast. Всеми функциями Blu-ray плеера управляет двухъядерный процессор. Blu-ray плеер поддерживает Blu-ray диски региона C и DVD диски 5 зоны. Но мы перейдем непосредственно уже к вскрытию коробочки и ознакомимся с комплектацией. Оригинально открывается коробка, как бы из середины. В комплекте у нас такой вот мини-пультик. Ну, мини почему? Потому что он как-то малогабаритный. С батарейками. Батарейки уже в комплекте поставляются. Так, AR6, по-моему, модель его называется. Также сетевой шнур для подключения к питанию. HDMI кабелей никаких нету. В комплекте инструкция на русском и украинском языках. Вот такая информация о спецификации и гарантийный талон. Данный плеер аналоговыми выходами не оснащен, только два HDMI разъема, через один из которых можно выводить только аудиосигнал, а видео можно отключать в меню. Также Ethernet разъем, оптический выход звука и в сущности все. На передней панели под крышкой имеется также еще два USB слота, 5 вольт 500 мА и слот для карточки SD. С левой стороны имеется лоток для дисков, а с правой вот такой индикатор. Корпус выполнен из пластика серебристого цвета, только передняя грань глянцевая, черная, на которой нанесено имя бренда и модель. Кнопки управления на верхней крышке пластиковые, ход у них достаточно мягкий. Нижняя и задняя стенка это литой алюминий, ну а верхняя крышка полностью выполнена из пластика. Blu-ray плеер Panasonic 460 изнутри выглядит так. Его отличает некий такой минимализм. Кнопки управления расположены снизу на плате питания. Уже оригинальные панасониковские микросхемы здесь не используются. Здесь уже какой-то бренд Nania использует. Так, вот так вот выглядит привод. Он уже как бы открытый. Если в старых моделях диск был еще упрятан в корпусе самого привода, то есть это была здесь пластиковая крышка, использовались ранее
Наверное, для питания или для обмена данными SATA разъемы здесь уже используются вот такие вот шлейфы, ну, практически бумажные. На основной контроллер установлен вот такой вот радиатор. И он, я скажу, хорошо греется. Слот для SD карт памяти. Также можете заметить, там USB слота, Wi-Fi модуль. И здесь два HDMI порта. Ethernet разъем и оптический. Красненьким светится. Ну что ж, первое включение. Нажимаем кнопочку Power. Приветствие. Ну, отмечу, что сегменты индикатора такие мелкие, очень тоненькие. Здесь голубой луч у нас подсвечивается вот таким вот образом. Нет диска. Довольно шумно выезжает лоток. Так, определила Blu-ray диск с каким-то литерой J еще. Так, воспроизведение, в принципе, на телевизоре началось. Конкретно по управлению воспроизведением Blu-ray диска тут вообще проблем никаких нет. Кнопочки, в принципе, стандартные. Но на пульте имеются основные кнопки управления. И телевизором включение, выбор входа и регулировка громкости. Так, кнопочка Power — это включение самого Blu-ray плеера, управление воспроизведением диска, кнопочка интернет, поддержка Miracast кнопочка, картинка в картинке и выгрузить диск. Также выбор аудиодорожки. Так, это статус, это конкретная информация о контенте. Так, кнопочка возврат, опции, топ-меню, поп-ап меню, Home, джойстик лево, право, вверх, вниз, ОК и 4 цветных кнопки. В принципе, вот такой коротенький пульт. Перейдем непосредственно сначала в меню. Нажимаем кнопочку Home. Интересное решение. Здесь можно регистрировать несколько пользователей. Вот, в данном случае, нажав красную кнопочку пульта, можно зарегистрировать себя. Попробуем это сделать. Введите имя пользователя, выберите аватар, выберите обои и подтвердите. Одним из недостатков пульта считаю то, что слишком близко расположены вот эти вот кнопочки, точнее вот этот, наверное, круг кнопочек, что я при нажатии на правой и левой кнопки, не глядя на пульт, иногда нажимаю случайно кнопочку Home или топ-меню. Хотя размер пальцев у меня средний. Но я так понимаю, что можно зарегистрировать до 4 пользователей под каждую из этих кнопочек. Символы меню соответствуют вот этим 4 клавишам. Верхняя, нижняя, левая, правая. Точно так же размещена. Кнопочка ОК соответствует иконке установка. Особенностью данного 3D Blu-ray плеера отмечу такую возможность, как преобразование 2D видеоконтента в 3D. Для этого при воспроизведении диска с записью видеоконтента в формате 2D необходимо нажать кнопочку опции и выбрать нижний ярлычок, вывод тип, вместо оригинальный от 2D до 3D. Вот такой перевод не совсем по-русски. Телевизор сразу обнаруживает 3D контент, включается режим 3D. Здесь можно изменить глубину стереоэффекта, выбрав пункт расстояния. В одну сторону 3 значения и в другую сторону 5 значений. И кроме того, здесь есть еще такой пункт. Это уровень графического отображения. Это глубина стереоэффекта между отображением меню и непосредственно видеоконтентом, который транслируется на экране. Здесь глубину стереоэффекта можно регулировать до глубины до 4 значений. Так, и поддержка воспроизведения 3D дисков также имеется, все работает отлично. Наличие 2 портов USB 2.0 с поддержкой каждый по полампера вполне достаточно, чтобы запитать внешний винчестер HDD, конечно, с дополнительным питанием. При подключении какого-либо носителя отображается сразу соответствующее меню.
Здесь у нас интерфейс, подключенный носитель, и предлагается или фотографии, или музыка, или видеоролики просматривать. Blu-ray плеер способен читать контент с USB устройств. Поддерживаются файловые системы FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS. Blu-ray плеер поддерживает большинство форматов изображения. Выбираем фотографии. Фотографии можно просматривать как на SD-карточке, на USB-устройстве или на дисках. Есть функция слайд-шоу. Особых ограничений по формату музыкальных файлов также нет. Можно прослушать музыкальные файлы на USB устройстве или записанные на диске. Видеоролики мы также можем просматривать со всех носителей. Это USB, карта SD, диск. Blu-ray плеер способен читать различные форматы видеоконтента, в том числе и МКВ. Blu-ray плеер читает большинство форматов, исключая AV формат и видеоконтент с разрешением 4К. Наличие такого вероподключения, как оно здесь называется, а точнее сказать, это сетевой сервис, а также встроенный веб-браузер, позволит превратить ваш телевизор в принципе в полноценный компьютер. Имеется даже свой маркет, где можно выбрать и установить какое-нибудь из приложений. Есть поддержка DLNA. Если мы перейдем на ярлычок «Сеть», далее выбираем «Домашняя сеть». И вот верхний значок – это DLNA клиента. При трансляции видеоконтента через DLNA на экране появляется еще такой интерактивный пульт, в принципе, который соответствует нажатию на пульте кнопочек со стрелками. Но, в принципе, то же самое можно проделать и кнопками управления плеером. Можно транслировать различный контент с помощью Wi-Fi Direct. Для этого переходим в сеть, домашняя сеть. Средство Renderer. Выбираем Wi-Fi Direct. После этого на смартфоне включаем также Wi-Fi Direct и обнаруживаем наше устройство DMP BDT 460. Выбираем его. Подключено. Теперь на смартфоне выбираем любой контент и отображаем вот DMP BDT 460. Все, теперь у нас все транслируется на экране телевизора через Blu-ray плеер. Сетевой сервис Blu-ray плеер позволяет также транслировать любой контент на телевизор через него с помощью Miracast. Для этого необходимо на пульте нажать соответствующую кнопочку. Ну и теперь любой контент с экрана смартфона мы можем зеркально отображать на телевизоре через Blu-ray плеер. Используемый здесь Wi-Fi модуль настолько медленный, что просто выгорают нервы. Задержка на отклик нажатия кнопки составляет где-то 1,5 секунды. Пожалуй, для 2014 года это был крутой аппарат, но уже в 2017 вау-эффекта он не производит. Его сборка, пластиковый корпус напоминают мне обычные китайские телевизионные приставки, ТВ-боксы, типа на андроиде, на винде. С тем же функционалом, с теми же практически выходами HDMI. Аналоговый интерфейс полностью вырезан. Но только дополнена возможность чтения контента с дисков. Вот, пожалуй, все отличие. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи, услышимся.